Привет, друзья мои, любители геометрии. Я не мог вас оставить без хорошей геометрической задачи. Дан квадрат со стороной 3, и вот расположен вот так, вписан, можно сказать, квадратик со стороной единица. И проведены два отрезка, зеленый и красный. И требуется найти величину угла между этими отрезками, ну, отмеченного угла. Задача очень красивая. Я предложил ее 11-класснице, и она очень-очень шикарно ее решила, мне очень понравилось. А зачем? Предложил пятикласснику. Он тоже очень красиво решил, мне тоже понравилось. Но какой способ понравится вам, вы напишите в комментариях. Дам буквы, чтобы вы могли прислать свои решения. Ну, квадрат традиционно. А, Б, С, Д. А здесь по кругу пусть будет М, Н, К. Ну что ж, поехали. Итак, первое решение – это 11-классница Наташа. Ну что ж, Наташа, предлагай свое решение. Итак, 11 класс, а они очень много знают. Даже порой больше, чем я. Она говорит, я решу координатным методом. Введу оси координат. Ну, раз квадрат, то удобно, я соглашусь. Но это круто, конечно. Это будет ось Y, ось X, и здесь начало координат. Ну, понятно, здесь единичка, единичка, здесь троечка, правильно? А вот здесь сколько по центру? Она говорит из подобия двух треугольничков прямоугольных, вот, у которого катеты относятся 1 к 2, этого и вот этого. Мы точно получим вот здесь 1,5. Ну, я возражать не буду. А дальше что? А дальше она говорит, я составлю уравнение прямых. Вот уравнение одной прямой, красной. Она говорит, я знаю, как составить уравнение прямой в отрезках. В отрезках. Вот это троечка. И она говорит, х, деленное на 3, вот здесь троечка по оси иксов отложена, видите? Точка 3, 0 принадлежит этой прямой, плюс y, деленное на единицу, здесь единичка, видите? 0, 1. Тут 3, 0, тут 0, 1 принадлежат этой прямой. Можно и по-другому составить, но очень удобно уравнение в отрезках. Ну и что мы получаем? Мы получаем, что y равно минус 1 третья х плюс единица. Ну, действительно, очень похоже. Хорошо. А вторую прямую как? Ну, говорит, да точно так. Ну, вот получается, что х, деленное на 1,5, плюс y, деленное на сколько? H на 3 равно единичке. Ну, отсюда тоже уравнение получится. Это и прямой. Это будет y равно минус 2х плюс 3. Ну, здорово. Есть два уравнения прямой. Ну, вот одно уравнение, и вот второе. И нужно найти угол между ними. А как ты будешь искать угол между ними? Говорит, есть формула, известна 11 классом профильным, что тангенс острого угла между прямыми. Ну, а между прямыми обычно принимается острый угол. Острый за угол между прямыми. Между отрезками то тот, а вот здесь, ну, назовем его бета, хорошо? Это будет бета. Вот, так тангенс – это общая формула. Тангенс альфа равен К1 минус К2 – это угловые коэффициенты. Делено на единицу плюс К1 умножено на К2. Это как бы общеизвестная всем формулка. Только я говорю, модуль здесь нужно поставить. Ну вот, мы воспользуемся этой формулой. Ну и что у нас получится? Итак, тангенс бета у нас равен. Где наши коэффициенты? Вот коэффициент у нас получается К1. Вот коэффициент угловой. Это К2. Формула, кстати, это получается из формулы тангенса разности. Тангенс x минус y. Чуть что. Если кто интересуется, мы получим. Ну что, тут минус 2, минус 1 третья плюс 1 третья. Закрыли модуль. И тут единичка плюс минус 2 умножить на минус 1 третью. Интересно, что получится. Получится здесь сверху минус 1 и 2 третьих. По модулю это 1 и 2 третьих, 5 третьих. И снизу получится единица плюс 2 третьих тоже 5 третьих. Здорово, получили единица. Но бета же острый. Бета 45. И задача решена. Бета 45 градусов. Но тогда наш уголок будет альфа 135 градусов. Ничего себе лихое решение. Спасибо, Наташа. Что же нам предложит 5 класс? Итак, внимание, пятиклассники. Они вообще ничего не знают. Ну, квадратики там знают.
Кстати, знаю, что если квадратик разрезать пополам, по диагональке получим два таких равнобедренных прямоугольных треугольника. Итак, пятый класс. Пятый класс. Ну что, пятый класс, пятый класс. Я напомню, что это единичка, это троечка. Вот ищем этот уголок. Альфа. Пятиклассник Илья говорит, что я передвину красную вверх на 2 единички. Вот эту точку сюда передвину, а это передвинется куда-то вот сюда, правильно? Вот так. О, передвину. Передвину. Ну ладно, на 2 единички вверх. Здесь на 2 единички. Ну хорошо, что тогда получится? Какая-то такая новая красная наша прямая, да? Ну или это фактически та же самая прямая, только передвинутая вверх. Ну и тогда вот этот уголок, вот, между нашими отрезочками, острый который, вот, явно окажется вот здесь. Ну, согласен. Что дальше ты будешь делать? Дальше, говорит, наверное, говорит, проведу вот так. Ну, хорошо, не возражаю. Можно сразу разбить 3 на 3. Ну, ладно, говорит. Вот так. О, и потом, говорит, я поверну вот этот прямоугольник доминошку 1 на 2 по часовой стрелке на 90 градусов. Ну, здорово, и что-то получится. Давай-ка я проведу тогда уже окончательно вот этот отрезочек, да, вот так. Хоп, еще раз. Это доминошка, которая вертикальная у нас, вот, превратилась вот в эту доминошку. Ну да, а зеленый отрезочек какой превратился? Ну, говорит, в такой же вот зеленый отрезок перешел, да? Да, точно, эти отрезки равны. А поворачивали мы на сколько градусов? На 90. Ну, значит, вот этот угол будет 90 градусов. Ну, согласен. Тогда весь этот прямоугольный треугольничек будет равнобедренный прямоугольник, он составляет половину квадрата. Ну и, следовательно, вот этот угол 45 градусов. Ты гений. Это 45 градусов. А давай явно напишем. 45. Тогда это 45. Сколько же наш? 135 градусов, как смежный. Откуда ты знаешь? Она говорит, на кружке мне рассказали. Если кто-то сомневается, что пятиклассники могут решать такие задачи, посмотрите. Есть такой Александр Васильевич, прям как Суворова, Спивак, МГУ. Может, я ссылочку прикреплю, если найду. Лекции для 2-4 класса. Вы ахнете, какие они задачи решают и какие замечательные книжки он выпустил. Кого не устроило доказательство, а я повторить могу его еще разок. Посмотрите, что мы сделали. Мы вот эту доминошку 1 на 2 повернули, она легла вот сюда. Отсюда диагональка пошла в диагональку, в такую же равную. Ну, эта диагональка повернулась 90 градусов. Получили равнобедренный прямоугольный. Ну, был 45, снизу 45, 135, все. Если снова не устроило, тогда когда-то давно, под Новый год, я выпустил аж целый ролик, где 10 способами я доказал. Вон смеси, сможете его найти по названию «Сказочная задача». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. И большое спасибо тому, кто поставил лайк.